Всем привет! Наносим мы сегодня декоративную штукатурку. Роман наносит. Прованс. Желтенького такого приятного цвета. И такое будет диагональное нанесение. Диагональное. Я настаиваю всегда, что начинать нанесение нужно сверху. Но не всем так удобно. Не всем так удобно. Давайте приблизим и посмотрим, что он будет делать. Одна за другой у нас идут стены, наносим. Уже видео накопилась целая куча. Сплошной слой. Ну, скажем, полмиллиметра, миллиметр, я думаю, что слой. От пола всегда наносите максимально ближе к полу. Не рассчитывайте на плинтус, что плинтус укроет. Это, кстати, такая вечная проблема в ремонте. Обои клеим, да, не доклеиваем до пола. Еще что-то. Ай, да тут же плинтус закроет. А потом, опа, а не получается. Такой желтенький цвет. Я сама не любитель таких цветов, но эти цвета нравятся клиентам очень многим. Он еще высохнет, посветлеет, и такой светлый, желтенький. Пусть будут. Тем более это у нас коридорчик. Узенький вот такой выход. Черный вход, выход. И здесь должно быть максимально светло. Поэтому такой цвет выбрали. Так, пропустили вспышку. Протяжка. Кельмой, плоскостью тянем. И штукатурка оставляет вот такие вот пористые углубления. Чем гуще будет слой, тем объемнее будет рельеф. Можно добавлять на кельму. Вы вот тоненький слой нанесли, и можно материал на кельму добавлять, штукатурку, и протягивать его по плоскости стены. Это такой самый простейший способ нанесения. Если кто-то хочет своими руками, то это вот как раз вариант, один из самых легких. Так, свет надо поймать. Плохо видно, вот так хорошо видно. И вот прямо так и останется. Прямо так. Да. Вообще красиво, да, это так будет? Вот так прям. И все, это декоративная штукатурка. Ну, мы ее еще запатинируем, и все. Продолжаем, наносим слой.
что-то бы интересного рассказать, да? У нас столько много видео на канале, и мы уже каких только образцов не наносили. И диагональку вот такую мы тоже наносили. Самое основное, что вы должны понимать, что штукатурка наносится безотрывно по всей стене. То есть вы не можете остановиться и уйти. Вы ее должны доделать до угла. И соединяются два участка между собой, пока они сырые. Если один из участков подсох, значит, вероятнее всего будет виден переход. Диагональ – это одна из самых простейших способов нанесения, один из самых простейших. Наносим сплошной слой и потом плоскостью кельмы чистой делаем протяжку. Она может быть влево, вправо. Она, кстати, не обязательно должна быть диагональ, она может быть и вертикаль, и горизонталь. Как угодно. То есть кельмой тянем вот так. Прислонили и тянем. Чем объемнее будет фактура, тем выше будет расход штукатурки. То есть это нужно понимать. Или вы накладываете определенный слой, там миллиметр, или вы накладываете 2 миллиметра. Это уже ровно в 2 раза расход выше. То есть будет килограмм, 1,5-2 на квадратный метр. Добавляем, если где-то вам хочется добавить. Посмотрите, как кельма держится. Внимательно. Плоскость и немножечко задний край приподнят. Чуть-чуть. Сейчас обойдем с другой стороны. А нам тут вот показано, как идет протяжка. Штукатурка тянется, тянется, она очень эластичная, и она создает вот такой вот рельеф. Вот так она выглядит вблизи, эта протяжка, вот так. И когда она высохнет, мы ее как-нибудь по-интересному покроем, чтобы был хоть вид такой, ну не слишком уж простой, а чуть, может, посимпатичнее. Вот так. Соединяем также участки, как и во всех прежних видео. Соединяем, пока они сырые. Сплошной слой наносим и делаем протяжку. Протяжка нового участка соединяется с протяжкой предыдущего. То есть вы полосы повторяете. Поближе сделаем вот так. Вот так соединяются они. И все. Всего лишь. И не видно ничего, что там новый слой или еще что-то. Очень, конечно, тут плохо видно. Давайте отойдем подальше. Подальше тоже плохо видно. Лампочка тут, видите, над головой. В этом-то и дело все. Суть в том, что мы нанесли следующий участок и снова соединяем его с предыдущим. Я думаю, что не обязательно вот эти вот
детали показывать все в течение часа. Нанесли участок и делаем протяжку. Остается у нас только вот нижний край, левая часть, видите? Вот его нанесем и дадим ему подсохнуть. А выглядит это в сыром виде вот так, в незаконченном сыром виде. Доделываем и оставляем подсыхать. Немножко подсохла штукатурка, и мы ее приглаживаем шпателем. Верхушечки снимаем. Шпатель постоянно протираем влажной тряпкой. Мы это делаем, чтобы не шкурить, чтобы потом сухие края не счищать кельмой. Вот немножко так подожмем. И оставим полностью сохнуть. Далее мы его будем окрашивать каким-то образом. Не давим на шпатель, слегка-слегка только прикасаемся и подснимаем верхушки. Полностью высохла штукатурка. Как вы помните, мы наносили колерованный прованс, декоративную штукатурку, и делали диагональную протяжку. Теперь мы хотим дополнить ее цветом, и будем мы использовать воск колерованный вот в такой цвет. Также мы будем использовать лазурь золота, именно золото, прямо ярко насыщенное. И знаете, что мы сделали? Пополам перемешали вот этот колерованный воск и лазурь золота. Перемешали пополам. Смотрите, какая красота получилась. Вообще крутяк прямо. Мне очень нравится. Видно, не видно? Прям супер цвет. Он такой золотистый, приятный коричневый цвет и таким золотом отливает. Вот этим будем покрывать. Так, Роман наносит лазурь вот эту, которую я вам показала, баночки, на губчатую терку и втирает вот таким вот образом. Цвет очень шикарный получается. И быстро, смотрите, площадка у губки, она большой объем сразу забирает. Большую площадь можно одним махом. Что у нас сейчас получается? В глубине фактуры воск колерованный ложится темнее, и одновременно губка сверху снимает излишки, и у нас получается такой 3D эффект. Поближе посмотрим. Вот такой. Мазню видим. Вот уходит мазня, и остается только красивая фактура. Способ нанесения – простейшая диагональная растяжка из декоративной штукатурки прованс. Штукатурку, так же как и воск колерованный и лазурь, вы можете приобрести у нас. Мы вам поможем рассчитать площадь, подобрать цвет, отправим в любой регион. Ничего искать, бегать нигде не нужно, вы все получите с доставкой на дом. Это очень удобно. Мы работаем для вас. Вокруг розетки, обратите внимание, тоже покрываем полностью. Не рассчитывайте на то, что крышка от розетки, как она правильно называется? Рамка. Что рамка все скроет. Не рассчитывайте на это. Старайтесь покрывать полностью близко к розетке максимально. Близко к полу, все углы. Давайте присядем вместе и будем смотреть на одном уровне. Стеночку видите рядом черную? Недавно наносили. Мы ее назвали водопад. И в комментариях писали, что не хватает синего цвета. Ну, возможно, возможно. Нанесение у нас было диагональное, соответственно, и воск вы втираете тоже диагонально. Давайте поближе еще подойдем.
Ну ничего, так вроде получается. Залезли наверх и продолжаем. Вот так вот. Не останавливаемся до тех пор, пока не закончится стена. Кстати, такой момент хочу сказать. Нам хватило одного ведра прованса 16-килограммового на 12 квадратных метров. Ну вот расход рассчитывайте сами, что у нас получилось. 16 килограмм на 12 квадратных метров. Причем фактура такая, ну не сказать, что она прямо совсем тоненькая, она достаточно объемная, учитывая на то, что стены мы еще и не особо-то и подготавливали. Сейчас на этом моменте кто-то, наверное, уже выключит видео и скажет, что ему все понятно. Но если так, то не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. У нас в этом новом офисе больше 100 образцов нанесения будет сделано. Больше, то есть много. И возможно, если вы не подпишетесь, еще и, может быть, вы уведомления себе поставите. Вот если вы этого не сделаете, то, возможно, вы пропустите что-нибудь важное, что-нибудь интересное. Губочку можно смачивать периодически для удобства, если вы хотите. Ну, смотрите для себя, как надо. Спасибо всем, кто смотрит наши ролики до конца. Огромное спасибо. Всем пока. Ставьте лайк, не забывайте. Ну и подписывайтесь, если вы все еще не подписались.